Доктором Дуйком. Итак, сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые мне задаете, а также буду, наверное, какую-нибудь из тем продвигать. Итак. Андрей Андреевич, вы меня спрашиваете. Андрей Андреевич, ребенку 7 лет, и у ребенка уже поднимается артериальное давление. Каким образом необходимо, на что необходимо обратить внимание, что вообще происходит, почему так происходит. Начали давать препараты, снижающие давление, там назначили ребенку физиотенс и триплексам, и давление не снижается. Каким путем идти, что необходимо делать, провели все исследования показали норму, и не знаем, в каком направлении нам двигаться. Объяснение этому есть. В случае, если во всем виноваты пурины. Дело в том, что одна из особенностей нашего организма, особенно детского организма, заключается в том, что в случае, если начинает появляться или производится большое количество пуринов, в случае, если появляется большое количество мочевой кислоты, это все в дальнейшем может привести к появлению следующих симптомов. Это отсутствие концентрации, гипервозбудимость, невозможность заснуть. Это умственная небольшая такая отсталость, отсутствие концентрации, энурез, а также гипертония, повышение артериального давления, внутриглазного давления и даже шум в ушах. Это все может быть проблемой, как раз связанной с появлением пуринов. Если раньше считалось, что пурины фильтруются клубочками наших почек и выводятся, и считалось, что именно так происходит, и успешно такое заболевание, как подагра, лечилось обычными препаратами в острой форме колхицином, а в обычной форме аллопуринолом, то на сегодняшний день считается, что в большинстве своем из-за неправильного микробиота нашего кишечника, а он осуществляет 30-40% переваривания и выведения скалом пуринов и мочевой кислоты в том числе. И на сегодняшний день считается, что проблема микробиота кишечника, а именно метаболический синдром, который может привести к диарее. То есть очень часто дети незаметно для взрослых начинают испытывать диарею. Такое же происходит и у взрослых. Продукты питания, перенесенный вирус, воспалительный процесс какой-либо, который происходит в организме. Неправильное питание — это большое количество белков, это большое количество мяса, копченостей, говядины, колбас. Это может быть для взрослых алкоголь, как правило, особенно пиво. Это может быть пристрастие к большому употреблению сладкого, шоколада, конфет и даже высокое содержание в продуктах питания фруктозы. И нравятся такие продукты, как виноград, изюм. Могут привести в дальнейшем, или просто ребенок любит там мороженое в большом количестве, особенно мороженое с шоколадом, или взрослый, алкоголь, сладкое, метаболический синдром, ожирения. Это может все, кстати, привести в дальнейшем к появлению вот таких симптомов. А вы знаете, что если у человека на протяжении 1-3 лет появляется синдром раздраженного кишечника, и это проявляется в том, что в народе называется утиная болезнь, и это проявляется в том, что человек ест и сразу по-большому идет в туалет, то это, скорее всего, в дальнейшем приведет вас к тому, что у вас будет нарушаться микробиот кишечника, и в дальнейшем приведет вас к тому, что у вас появится мочекаменная болезнь. Это практически 90% случаев возникновения камней в почках. Неважно какой формы. То есть это оксалаты, или это уратно-кальциевые соединения, фосфорно-кальциевые соединения, какие-либо минеральные соединения и так далее. Даже проведение гистологии данных камней не приведет вас
к убедительному мнению, каким образом лечить это все. Это все отложение солей в почек. Как правило, это происходит на фоне как раз нарушения микробиота кишечника. Потому что увеличивается нагрузка выведения пуринов почками за счет того, что те пурины, а именно 40% пуринов дополнительно, должны были быть выведены из кишечника при помощи кишечника, при помощи желудочно-кишечного тракта. И этого не происходит. И из-за чего происходит увеличение нагрузки на почки и ухудшается общее состояние. Что я могу посоветовать? Очень часто люди, которые начинают лечить свои почки, сталкиваются с проблемой того, что через очень короткое время их почки вновь получают мочекаменное заболевание. И у человека нонсенс, потому что большинство людей исключает из пищи по предписанию врачей многие из продуктов питания, которые считаются недопустимыми при данном заболевании. Такие продукты питания, как жареное мясо, вообще жареные продукты, продукты фастфуд и газированная вода, фрукты с большим количеством фруктозы, особенно алкоголь и так далее. И это все не приводит их к убедительным результатам, и в дальнейшем камни в почках вновь образуются. И человек говорит, ну почему же так происходит, с чем это связано? Это связано с нарушением биотического состояния желудочно-кишечного тракта. Это связано с синдромом раздраженного кишечника. Это связано с синдромом несварения, можно так сказать. Это может быть различные заболевания. Это может быть диспепсия хроническая, которая, кстати, в большинстве своем может привести к обезвоживанию, к мягкому обезвоживанию, когда человек может принимать воду и потреблять ее вместе с продуктами питания, такими как супы или компоты или водичка, в обычном привычном для человека режиме, то есть небольшое количество, ну или даже 1 или даже 2 литра. Но вы не должны забывать о том, что такая вода, которая не держится в желудочно-кишечном тракте, она очень быстро выходит, так как появляется синдром раздраженного кишечника. Синдром раздраженного кишечника может быть у человека годами. Синдром вот такой диспепсии может длиться чрезвычайно долго, может быть у людей хроническим до 10 лет. И это приводит к обезвоживанию, к ухудшению состава крови, нарушению гомеостаза, появлению атеросклероза, нарушению работы клеток в организме, нарушению митохондриального усвоения и выработки мочевой кислоты в дальнейшем, усвоению глюкозы, к появлению заболеваний печени и даже к появлению заболеваний сердечно-сосудистой и даже мозговой деятельности, потому что мочевая кислота еще и является медиатором или прекурсором нейромедиаторов, которые влияют на торможение мнемонических функций у человека. Именно поэтому в случае, если у человека недостаточность сна, у человека переживания, стрессовое состояние, у него могут появляться дополнительно пурины и уровень мочевой кислоты расти. В случае, если у человека чрезвычайное питание, в котором он ест очень большое количество жиров, но больше всего влияет, конечно, употребление алкоголя, это на первое место необходимо ставить, а также рафинированного сахара, в случае, если вы его кушаете в конфетах или еще в чем-то, это на второе место необходимо поставить. И, наверное, очень важный здесь момент, это момент воспалительного процесса, который является следствием инфекционных очагов, которые находятся в человеке. Так как очень часто, кстати, я недавно читал такую интересную, замечательную статью, по-моему, в журнале медицинском Lipid Journal. И в этой статье было опубликовано исследование людей, которые переболели заболеванием COVID-19. И была опубликована целая статья, когда на протяжении 3 лет изучали состояние этих людей, в каком состоянии находится их кровь, какие появляются заболевания, происходит ли обострение и так далее. В большинстве, в этой статье было обнародовано, что в большинстве своем люди, которые перенесли COVID-19,
вместе с тем, что у них повышается уровень интерлейкина и цитокина, интерлейкин, по-моему, L-бета, и цитокина в дальнейшем приводит еще и к тому, что у этих людей повышается холестерин, повышается уровень соя, степени оседания эритроцитов, что говорит о постоянно присутствующем воспалительном процессе. И таким людям, но самое интересное, у всех этих людей, которые перенесли ковид, также там в дальнейшем написано, что такие же исследования проводились при вирусных заболеваниях гриппа А, Б и С. И оказалось, что в большинстве своем все люди, которые перенесли 1, 2 или даже 3 года назад такое заболевание, имеют обострение, которое формирует повышение в дальнейшем мочевой кислоты в крови. И они объясняют, они говорят, что прежде всего в этом, скорее всего, виноват цикл Кребса, то есть формирование и выведение аммиака, в котором участвует с формированием пуринов или мочевой кислоты. И в этом всем они видят закономерность, потому что считают, что большинство пуринов формируется в клетке, при воспалительных процессах происходит повреждение клетки, при этом мочевая кислота начинает вырабатываться в более большом количестве, и так далее. Организм не может справиться, и вот наблюдают целые такие процессы. При этом еще одна такая интересная есть статья, я ее тоже читал. Это статья, которая исследовала больных детей, у которых были заболевания эпилепсии, и наблюдали за формированием стула у таких людей, и оказалось, что есть небольшие изменения мочи, небольшие изменения стула в виде неформирования, неусвоения белков, повышенное количество аммиака в крови и, как ни странно, увеличенное количество мочевой кислоты. Таким образом, при понижении такой мочевой кислоты количество в дальнейшем появляющихся диагностируемых появляющейся судорожной активности было уменьшено. Именно поэтому рекомендация там была применять аллопуринол в ходе лечения заболеваний судорожной активности или эписиндрома, показали свои удивительные результаты. То есть количество или активность судорожной уменьшалась, действие препаратов, которые назначали ребенку, там, каких-либо противосудорожных, улучшалось. Точно так же у детей, болеющих шизофренией детской, у детей, у которых была диагностирована депрессия, у детей с синдромом Дауна и так далее. Во время детской бессонницы, то есть применение препаратов, снижающих уровень мочевой кислоты, улучшало состояние. Но вся особенность заключается еще и не в этом. Дело в том, что в дальнейшем, продолжая изучать данные статьи, я обнаружил, что после отмены препаратов, снижающих мочевую кислоту, она со временем приходила в норму и даже не изменялась, что является парадоксом, который объяснить пока еще врачи не могут. Так вот, врачи не могут, но это возможно, или ученые не могут, но это возможно объяснить. Возможно объяснить, потому что, скорее всего, данный парадокс заключается как раз в проблеме, которая связана с микробиотом кишечника. Я могу на сегодняшний день утверждать, практически 100%, что в случае, если у человека гипертоническое заболевание сердца, если у человека высокий холестерин, если у человека заболевание, память ухудшается, заболевание появляется, допустим, тремор рук или заболевание Паркинсона, Альцгеймера, при заболеваниях, которые связаны с заболеваниями жировой дисплазии печени, при метаболическом синдроме, при заболеваниях сахарный диабет второго типа, при пилонефрите, при заболеваниях эпилепсия, при фокальной дистонии, при ожирении, всегда мы видим в моче оксалаты. В случае, если это активная форма, оксалаты появляются.
И в дальнейшем мы можем прогнозировать, что у такого человека, скорее всего, в дальнейшем, несмотря на изменения питания, могут в дальнейшем появиться проблемы, которые связаны с почками, включая почечную недостаточность. Если в этом выход, несомненно, этот выход имеется, можно ли это корректировать при помощи питания? Можно это корректировать при помощи питания, но сразу необходимо сказать. Дело в том, что при помощи или с помощью питания вы можете скорректировать только количество пуринов, которые будут у вас в крови находиться. Но это не даст никаких результатов. Они все равно будут находиться, чем бы вы ни питались. Почему? Так как это основа нашей жизнедеятельности. И в цикле Кребса мочевая кислота все равно будет образовываться, и из-за чего все равно эти процессы, они будут неизменны, и все равно будут они происходить. И с чем необходимо работать? Так вот, необходимо работать с ЖКТ. Необходимо работать с ЖКТ, восстанавливать функцию ЖКТ, восстанавливать функцию калия в организме, как бы делая так, чтобы калия было больше в организме. Почему? Дело в том, что такие соли, они обычно очень, по-моему, очень щелочные. И повышение, и именно поэтому увеличение аскорбиновой кислоты, которая повышает кислотность крови, способна снижать уровень пуринов. Второе, снижение, сейчас я объясню, как это все делать. Снижение употребления фруктозы, то есть посмотреть, в каких продуктах есть большое количество фруктозы. Третье, восстановление микробиота нашего кишечника при помощи или с помощью сорбентов и препарата Лизоцим Экстра. Применение препарата Манкулит способна все эти проблемы устранить. И обязательно коэнзима Q10. Почему? Для того, чтобы ускорить процесс выведения мочевой кислоты напрямую из клетки, который, как правило, тормозится при переизбытке натрия. Кстати, переизбыток хлора и переизбыток натрия в дальнейшем может привести к появлению заболеваний кожи. На сегодняшний день можно сказать, что практически у большинства людей, у которых есть любые заболевания кожи, особенно если это проявляется в виде болезни витилиго, если это появляется в виде проявлений псориаза и даже микозов каких-либо, лишаи или грибковые заболевания тела, ногтей или кожи, экземы, очень часто, помимо, конечно, формальных причин, такими которыми является аллергия или перенесенное заболевание вирусной этиологии, очень часто мы можем увидеть в общем гомеостазе, можем увидеть высокое содержание натрия и, что самое интересное, хлора. Очень большое количество. Снижение хлора, снижение натрия, увеличение калия может заметно улучшить состояние, и витамина D, и кальция может заметно улучшить состояние человека, у которого есть заболевание кожи. Ну, как бы не об этом. Вернемся все-таки к микробиоту. Итак, с чем его едят и чем его лечить? Итак, первое. Одна из особенностей утилизации аммиака, одна из особенностей утилизации солей мочевой кислоты связано с наличием калия в крови. И любое, даже небольшое повышение калия в крови, даже в кратковременный период, может помочь и улучшить состояние формирования пуринов. Именно поэтому я рекомендую использовать в небольшом количестве, буквально четверть чайной ложки или чайную ложку препарата Манкулит, в котором находится калий в виде цитрата, на 1 стакан воды 1 раз в день на протяжении 1 месяца для уменьшения количества солей, пуринов, которые находятся напрямую в крови. Таким образом будет происходить переключение пуринов, которые не будут идти через кровь и через почки, а будут идти через пищеварительный тракт. Второй вариант
изменения микробиоты кишечника. Помните о моем препарате, который называется пепсин. Принимайте пепсин до момента, пока у вас не появится стабильный оформленный стул. Обязательно это принимайте и обязательно это делайте. Как выбрать количество препарата для принятия? В случае, если у вас хронический синдром раздраженного кишечника, начните принимать препарат пепсин по 2 таблетки за 1 час до приема пищи 1, 2 или даже 3 раза в день. Второе. Обязательно принимайте мой препарат L-аргинин. Принимайте. И почему? L-аргинин участвует в утилизации пуринов, мочевой кислоты, а также холестерина, канцерогенного, липопротеинов низкой плотности, очень низкой плотности, что в итоге является одним из мощнейших средств при борьбе с атеросклерозом, которым болеет 90% населения старше 40 лет на сегодняшний день в мире. Третье. Обязательно принимайте сорбент моей компании, который называется Antitox Dry. 1 чайная ложка на стакан воды 1, 2 или даже 3 раза в день. Каолин, 1 чайная ложка на стакан воды, можно на протяжении дня 1-2 раза в день. Почему вам в это время не нужно принимать большое количество жидкости? Объяснение этому тоже имеется. В случае, если у вас синдром раздраженного кишечника, то увеличение употребления жидкости стимулирует дополнительное выведение или стимуляцию дефекации. Именно поэтому в случае, если у человека есть хроническая усиленная дефекация или по-другому диспепсия, то у этого человека может, или диарея, то у этого человека ухудшается состояние. Так человек, который не пьет большое, вот как обычно у людей это происходит. У человека диспепсия, то есть у него утиная болезнь, синдром раздраженного кишечника. Каждый раз, когда он принимает еду, через 10-15 минут идет по-большому в туалет, после чего приходит к врачу с мочекаменным заболеванием, ему лечат мочекаменное заболевание, он считает, что у него просто мягкий кишечник, и в этом обычно это безболезненно, это наоборот облегчает общее состояние. Человек при этом совершенно не обращает на это никакое внимания. Не стоит забывать, что у человека нормой является дефекация 2 раза в день. В случае, если больше 2 раз в день, это, в общем-то, полунорма. А в случае, если 4 и более, то это не норма. Такой же ненормой является дефекация 1 раз в день. Или ненормой является отсутствие дефекации. И именно поэтому в случае, если дефекация у человека происходит после каждого приема пищи, и это происходит еще на фоне того, что живот постоянно есть метеоризм, постоянно есть вздутие кишечника, это как раз говорит о синдроме беспокойного кишечника или раздраженного кишечника. В дальнейшем это превратится в тяжелое заболевание. И принимая препарат пепсин, вы можете восстановить такое состояние вашего кишечника. Второе. Обязательное принятие аскорбиновой кислоты в больших дозировках. Для чего? Аскорбиновая кислота поднимает кислотность крови. При поднятии кислотности крови количество мочевой кислоты уменьшается. Также кислотность крови повышается за счет употребления кофе. Поэтому в случае, если у вас нет повышения артериального давления, то кофе пить полезно. В случае, если у вас мочекаменная болезнь и нет диспепсии, нет диареи, принимайте на протяжении дня кофе. В небольшом количестве, так чтобы артериальное давление не поднималось. Итак, давайте перечислим препараты. Итак, препараты, которые устранят синдром раздраженного кишечника. На первое место это пепсин. 2 таблетки 3 или более раз в день. Второй препарат Antitox Dry. Он будет абсорбировать и помогать вашему кишечнику справляться с неперевариваемыми или дополнительно находящимися солями, которые находятся у вас в ЖКТ. Устраняя слизь и помогая восстанавливаться анаэробному состоянию вашего пробиома. И манкулит, 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день.
Антитокс, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Опять-таки в случае, если нет диспепсии. Если у вас есть диспепсия, то начните с того, чтобы синдрома раздраженного кишечника не было. Прежде чем лечить какие-либо заболевания, обратите внимание на свой пищеварительный тракт. Это важно. 3-е или 4-е, или какое там по счету, это применение лизоцим экстра. Применяйте лизоцим экстра, а также применяйте препарат, который называется L-аргинин. Все эти препараты в комплексе способны выявить и устранить все заболевания. В дальнейшем, когда стул наладится, допустим, у вас нет возможности приобретать препараты, и вы хотите начать с чего-то, начните принимать, что там можно принимать, из народного, допустим, настойка календулы, 1 чайная ложка на стакан воды устраняет синдром раздраженного кишечника. По 1 чайной ложке 2, 3 или даже 4 раза в день. 2-е. Когда наладится работа вашего кишечника и наладится стул, начинайте принимать большее количество воды, чем вы принимаете на протяжении своей жизни. То есть принимайте 1-2 литра на протяжении дня. В случае, если у вас диарея, воду пить опасно, вы уже об этом услышали. Принимайте аскорбиновую кислоту. Также принимайте препарат манкулит, препарат антитокс, препарат лизоцим экстра. И в комплексе, а если не происходит процессы воспаления кишечника, затягивается, тогда вам срочно необходим экстракт железняка. Один из самых потрясающих препаратов, которые я когда-либо создавал, и могу сказать, что очень зарекомендовал себя при таких заболеваниях, как истощение нервной системы, отсутствие сна, беспокойство, повышающийся уровень глюкозы при сахарном диабете 1-го типа, повышающийся уровень глюкозы при сахарном диабете 2-го типа, желчекаменное заболевание, мочекаменное заболевание, синдром хронической усталости, запор или наоборот диарея, вздутие кишечника, вздутие, болезнь поджелудочной железы, панкреатит, холецистит, это воспаление желчного пузыря, дискинезия желчных протоков, холецеста, панкреатит, ну и так далее. И даже язвенное заболевание желудка. Что может снизить количество, как снижаются пурины? Нужно помнить, что пурины снижаются в случае, если растет кислотность крови. Какие есть вещества, которые применяются нашей медициной для увеличения кислотности крови? Первое вещество называется у нас аскорбиновая кислота, повышает кислотность крови. И второе это аспирин, тоже повышает кислотность крови. Поэтому, повышая кислотность крови, вы уменьшаете количество формирующихся в крови солей. К таким солям относятся соли мочевой кислоты. При атаксии мозжечка такое лечение можно применять? Да, можно. Атаксия мозжечка может быть синдромом Шаена. И необходимо сдавать вообще необходимо обратиться к эндокринологу и сделать такие исследования. Какие? ЛГ, лютеинообразующий гормон, соматотропный гормон, кортизол. И знаете, что можно? Можно еще ТТГ. Вот эти гормоны нужно рассмотреть. Можно даже пролактин сдать еще. И вот такими гормонами, в случае, если где-то есть изменения, то можно улучшить общее состояние. Надеюсь, та информация, которую я дал, была вам полезна. Светлана Рыхтик. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Низкий вам поклон. Подскажите, пожалуйста, у меня после ячменя на верхнем веке осталось, как горошина бурлеска, мазью гидрокортизоновой мазью, но не проходит. Не мажьте гидрокортизоновой мазью. Этого сделать нельзя. Смотрите, сейчас у нас здесь идет семинар, который связан с доктором Дуйко. Смотрите, я сейчас возьму эту чашку, а вы сейчас потрогайте, насколько вы там ощущаете у себя вот этот узелок у себя на веке.
Смотрите, я беру чашку, сжимаю и шепчу. Сейчас я посмотрю, как вас зовут. Светлана? И смотрите, сейчас у нас 18:34, и через 20 минут Светлана должна написать, ушло у нее этот узелок или нет. Вот я прям гарантирую, что уйдет. А вы, Светлана, напишите. Лариса Береза. Приобрела в ТФ Гипакс, Инулактин, Антитокс, Драй для облегчения блефароспазма у родственницы. Как долго принимать эти препараты? Есть у кого-то отзывы об излечении? Спасибо. Да, есть. Как долго принимать? Можно принимать L-аргинин или препарат Гепакс или Инулактин. Как быстро произойдет как быстро поможет при блефароспазме? Прежде чем начать это делать, необходимо сдать или провести анализ крови на наличие аммиака в крови. Можно посмотреть наличие аммиака в крови, какой у нее титр. В случае, если он высокий, принимать данные препараты и подбирать дозировки до момента, пока не снизится. Когда снизится, блефароспазм исчезнет. Вот так. А как долго и так далее, непонятно. И какая дозировка, тоже непонятно. Тоже непонятно, к сожалению. Но может ли помочь? Хочу сказать, что помимо всего прочего, очень хорошо при блефароспазме 1 раз в день голодать, желательно в четверг. Это действительно помогает. И еще. Парить ножки в горячей воде. Также можно еще четверть таблетки, можно аргинин принимать, кстати. Также еще четверть или даже менее четвертинки таблетки нитроглицерин рассасывать. 1 раз в день это тоже будет убирать такой спазм. Цветы фиалки, я знаю, народные средства. Берутся цветы фиалки. Нет, незабудки, синенькие такие. Цветочки незабудки вместе с травкой собираются, после чего сушатся, пьются как чай. 1 столовая ложка на 1 стакан воды. Леся Барановская. Скажите, пожалуйста, связано ли возникновение аллергической экземы с проблемами печени? И нужно ли сдать какие-либо анализы? Аллергическая экзема всегда связана с процессами жидкостей. И, скорее всего, аллергия на какую-либо жидкость. То есть вы прикасаетесь к чему-либо, или вокруг вас находятся аллергены, которые вам не подходят. И, как правило, экзема, она является следствием именно этого. Может ли она являться следствием каких-то процессов, которые происходят в организме? Могут являться следствием какими? Алкаидоза. То есть, как ни странно, пониженной кислотности вашей крови. При ацидозе экземы исчезают. Чем нужно лечить? Итак, первое, постарайтесь присыпку использовать. Используйте присыпку для экземы, то есть присыпайте там ликоподием или моей присыпкой, которую я продаю. Вот там ликоподий находится, и тальк, или я не помню еще какие, цинковый порошок. Двуокись цинка. Оксид цинка, не помню какой цинк там. И начните принимать кальций, это обязательно, и аскорбиновую кислоту тоже обязательно. И витамин D3 тоже по возможности. То есть витамин D3, кальций, у нас есть жидкий, вот он очень хорошего качества. Можно, кстати, глюконат кальция, но лучше наш кальций. И аскорбиновую кислоту. Вот наши таблетки аскорбиновой кислоты, высокая дозировка, разжевывайте и делайте так утром и вечером. Вечером перед сном, утром натощак. Это в комплексе устранит. Также постарайтесь, чтобы у вас руки были сухие. Какое-то время одевайте перчатки. Народные способы, какие лечения такого заболевания? Народные способы — это присыпать обычной поваренной солью.
саму экзему присыпать поваренной солью. Второй вариант – обычной содой присыпать. Какие исследования печени можно провести, если вам хочется? Исследование печени вообще лучше сделать развернутый анализ крови и посмотреть на нейтрофилы. В случае, если нейтрофилы повышены, это говорит о том, что у вас аллергия. В случае, если у вас нейтрофилы не повышенные, то это не говорит о том, что у вас аллергия. Нужно ли сделать исследование печени? Исследование печени нужно делать каждому человеку один раз, там, в 3, в 4 или в 5 лет. И развернутый анализ крови может показать, необходимы вам такие исследования или нет. Что дает развернутый анализ крови? Он дает нам 3 показателя, чрезвычайно важных. Состояние наших эритроцитов, которые нам показываются в виде исследований гемоглобина, эритроцита, степени окрашивания эритроцита и степени оседания эритроцита. Таким образом, мы можем кровеобразование проследить. Если низкий гемоглобин, заболевания анемии. В случае, если высокий гемоглобин, это могут быть заболевания легких. В случае, если повышенная СОЭ, это у человека проблемы, связанные с воспалительными процессами. Второе – это лейкоцитарный индекс, к которому относятся такие клетки, как лейкоциты, лимфоциты, эозинофилы, базофилы, нейтрофилы, которые могут показать нам состояние нашего иммунитета. Также мы можем увидеть индекс протромбиновый и эритроциты, которые будут говорить нам о свертываемости крови и будет фактически говорить о том, есть ли у нас яркие инфекционные заболевания и так далее. Также лимфоциты повышенные могут говорить о заболевании почек, там лейкоциты повышенные о заболевании селезенки, ну и так далее. Также хорошо еще сдавать очень часто развернутый анализ крови может показать нам еще пробы печени, к которым относится билирубин, прямой и непрямой. Билирубин, АТФ, АСТ и АЛТ. АТФ нет. АЛТ и АСТ, аланинаминотрансфераза и ацетиламинотрансфераза, которые также еще есть глютамин, гамма-глютамин трансфераза, ну это, наверное, уже отдельно, щелочная фосфатаза, ладно, ну хотя бы билирубин. В случае, если билирубин повышенный, то тогда необходимо что-то делать с печенью. Забыл сказать, в развернутый анализ крови входит еще глюкоза, то есть мы можем посмотреть состояние глюкозы. Состояние в норме глюкозы 5,4, в случае от 4,3 до 5,4 это глюкоза в норме. В случае, если 5,5, это уже не в норме. Также могу сказать, что хорошо было бы обращать на это внимание. Я не поддерживаю, кстати, врачей, особенно кардиологов, которые говорят, какое ваше нормальное или рабочее давление. Такого понимания или такого понятия быть не должно. У человека должно быть давление, и оно должно быть таким, которое сформировано природой во всех абсолютно годах развития, от человеческого эмбриона и до самой смерти. Какое оно должно быть давление в норме? Давление в норме это 120 на 130, и называется оно диастолическое. И систолическое давление – это давление нижнее, как говорят люди, которое должно быть 70-80. Поэтому если у вас давление 127 на 80, это еще норма. А давление 135 на 60 не норма. А если у вас 100 на 60, тоже не норма. Понижение давления может говорить о формировании сердечной недостаточности, развитии ишемической болезни сердца. Повышенное давление может говорить о гипертоническом заболевании сердца, которое может привести к проблемам в дальнейшем с сосудами мозга, с коронарными сосудами, может привести к появлению инфаркта миокарда и к заболеваниям сердца. И человек говорит, вот, Андрей Андреевич, у меня получается с помощью препаратов снизить верхнее давление, но не получается снизить нижнее. Нижнее постоянно повышенное. Ответ такой.
Нижнее давление, как правило, связано с нашим питанием. Это говорит о том, что вы питаетесь и еды получаете очень много. Серьезно, я говорю вам серьезно. В случае, если вы питаетесь и у вас есть переедание, то оно будет всегда отображаться на повышении нижнего давления. Поэтому в случае, если у вас нижнее давление чрезвычайно пониженное, это говорит о том, что вам нужно бросить голодание и увеличить количество употребления пищи. Как определить при помощи артериального давления, необходимо вам больше есть или меньше? В случае, если у вас нижнее давление повышенное, это говорит о том, что вам нужно есть меньше. А в случае, если оно у вас пониженное, это говорит о том, что вам необходимо увеличить количество калорий. В случае, если нижнее пониженное, то количество калорий увеличивайте. В случае, если повышенное выше 80, снижайте количество калорий. А еще голодайте 1 раз в неделю или 1 раз в 10 дней. Так, чтобы с самого утра до позднего вечера ничего не есть. Мурат Султанов. Можно ли со слогом от всех болезней лечить гомосексуализм? Гомосексуализм является человеческим, наверное, есть исследования, которые доказывают, что гомосексуализм является ДНК сформированным геномом. И считается, что почему так происходит. Дело в том, что те люди, которые думают или в теории своей думают, что гомосексуализм является исключительно идеей внедренного в население поведенческого фактора, могу сказать, что гомосексуализм наблюдается среди животных. Это очень частое явление у млекопитающих, начиная от обезьян и заканчивая собаками и так далее. То есть очень часто животные, у них присутствует гомосексуализм. И также гомосексуализм есть у мелкого скота. И могу сказать, что гомосексуализм выведен даже определенный ген гомосексуализма. И есть люди, которые рождены и ощущают себя гомосексуалистами. Таких людей невозможно никаким образом изменить. Это не связано ни с тем, что их совратили, ни с тем, что они там... Это просто человек рожден с этим, всю свою жизнь пробовал бороться или побороть это, и потом все равно не смог это побороть. Это особенность такая. Гомосексуализм и женский, и мужской. Не стоит с этим бороться, необходимо это принять, необходимо знать, необходимо относиться как к здоровому, нормальному человеку. Гомосексуализм — это болезнь, связанная даже не болезнь, но, наверное, можно назвать атовизмом. То есть это атовизм, отклонение. Но вы знаете, отклонениями могут являться еще и психические расстройства. Допустим, отклонение — это синдром Дауна. Отклонением является врожденный муковисцидоз и так далее. То есть заболеваниями, которыми болеют люди, есть врожденный атовизм, и их достаточно много. Гипертрихоз — это атовизм такой. И очень много такого есть, и рождающиеся люди это все несут. Но это не значит, что эти люди какие-то особенно больные, которых необходимо особым образом лечить. Вот можете знать, что гомосексуализм — это врожденное заболевание, оно не приобретенное, которое вылечить невозможно, так как наша медицина еще не придумала, каким образом можно данное заболевание лечить. Тогда, если невозможно вылечить, то тогда как необходимо относиться к человеку? Необходимо относиться к этому человеку как к человеку, как Бог относится к людям, с уважением, с терпением и с пониманием. Потому что они другими не станут. А вот заклевать, уничтожить, заставить этого человека страдать в дальнейшем приводит к тому, что такие дети заканчивают суицидом. У меня была такая ситуация, когда водили ребенка, я говорил маме, ваш ребенок гомосексуалист, мальчик. Она говорит, он ничего не ест. Я говорю, нет, проблема не с тем, что он ничего не хочет есть, проблема с тем, что он девочка.
Вы просто не хотите это увидеть. Она говорит, ну есть у него такие нюансы, но мы дома, у нас папа военный, мы вообще категорически, у нас гомосексуалистов не будет. Вот ребенку исполнилось 18 лет, красивый мальчик, выкинулся из окна. Почему? Родители не принимали, отец его постоянно каким-то образом унижал, в школе унижали, в институте унижали и так далее. Чем это закончилось? Ну вот это хорошее, это хорошо вообще. Принимайте, уж так произошло, ну что ж, знаете, если рождаются дети немые, мы что, их отказываемся и бросаем? Это нормальный процесс. Есть такое, любите. Андрей Андреевич, скажите, есть ли такая практика, чтобы за 3-4 выспаться и стать бодрым? Есть, но вы, наверное, забыли, что у нас сегодня семинар называется «Здоровым быть легко» с доктором Дуйко. Андрей Андреевич, когда человека напугали так, что он подпрыгнул, это сказывается отрицательно на сердце или нет? Нет. В случае, если человек испугался, то у него появляется выброс адреналина, который вырабатывается надпочечниками. В случае, если адреналин выброс адреналина произошел стихийно, то он адсорбируется, депонируется через почки. И, как правило, это происходит через связующий метаболический процесс адреналин-кальциевую связь. Таким образом, если сильно испугался, то чуть-чуть меньше кальция в крови осталось. На что может в дальнейшем повлиять? Может уменьшить или повлиять на сокращение сердца. То есть длина сокращения может уменьшиться. Таким образом, у вас было там 60 ударов в минуту, а через вот такой вот процесс, сильный испуг, на протяжении месяца, в случае, если не принимать кальций, может быть там 50 сокращений. То есть сердце бьется медленнее. Что для этого необходимо? Давать кальций. Тогда процесс этот полностью восстановится. И наш организм, он адаптирован к тому, чтобы повышалось количество адреналина, но не может адаптироваться к тому, чтобы адреналин был или повышался 24 часа в сутки. Люди, которые живут обычной жизнью, у них нет таких, и даже у животных нет таких ресурсов для того, чтобы адреналин повышался 24 часа в сутки. А у людей есть. Когда повышается адреналин? Когда человек принимает психостимулирующие препараты. На первое место, к которым относится алкоголь. Принимая алкоголь, вы повышаете уровень адреналина. Особенно повышается уровень адреналина, когда вы принимаете спиртные напитки выше 40 градусов. Так как, когда вы ложитесь спать, адреналин не снижается. Он на протяжении всей ночи в большом количестве выделяется. Происходит адреналиновое отравление. Адреналин является в большом количестве токсическим веществом и угнетает нейрофизиологические процессы мозга. Таким же нейровеществом является еще и перекись водорода. Поэтому люди, которые принимают перекись водорода, человек говорит, я буду принимать перекись водорода, там, сказал Неумывакин, это хорошо. Короткое время хорошо, это не ухудшит состояние, увеличит количество формирования эзофагов. А на самом деле в длительное время может привести к ухудшению памяти, к ухудшению зрения, к ухудшению уровня соматотропного гормона, уровня, что будет сказываться в дальнейшем на процесс старения, то есть гораздо быстрее постареете. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. У меня один глаз не видит, диагноз макулодегенеративное расстройство. Второй глаз, диагноз катаракта. Врач предложил на этот глаз операцию. Можно ли вылечить катаракту вашими методами без операции? Можно попробовать принимать препарат Катарфит и Бетулин. Также очень хорошо делать вот что. Необходимо нарвать коры с березы и ее сварить. Вот этот узвар налить, допустим, на 100 грамм такой коры, 1 литр воды и уварить до 1 стакана и 2 стаканов. Принимать по чайной ложке 1, 2 или даже 3 раза в день. Также таким раствором не закапывать глаза, а прикладывать к глазам.
Также очень хорошо прикладывать к глазам лизоцим, вот мой фермент в жидком виде. Прямо можно на палец и вот так проводить. И принимать препарат Катарфит по 2 таблетки до 4 раз в день. Также рутин и кверцетин по 2 таблетки 3 раза в день. Анетка Голубинская. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. Подскажите, как мне себя реализовать? Уважаемая Анетка, посмотрите, наш семинар сегодняшний, он называется «Здоровым быть легко» с доктором Дуйко. Может есть длительная диарея быть из-за эзофагиального рефлюкса? Нет. Из эзофагиального рефлюкса длительная диарея быть не может. Длительная диарея является следствием эзофагиального рефлюкса. В случае, если вы бы убрали эзофагиальный рефлюкс, то и диареи не было. Это 2 разных заболевания. Почему 2 разных заболевания? Наш желудок состоит из 2 частей, из 3 частей. Кардиальный, диафрагмальный, не помню там, и эзофагиальный. И рассмотрим 2. Когда пища попадает в верхнюю часть вашего желудка, то в верхней части желудка у вас должна быть высокая кислотность. Для чего? Так, белковая пища, попадая в верхнюю часть вашего желудка, должна получить окисление. Для чего окисление? Выделяется трипсин и выделяется соляная кислота. Это все грубо расщепляет. Допустим, если в соляную кислоту бросить белки, то они расщепляются. Также и вся пища. После чего, опускаясь ниже, ваша пища, она должна превратиться уже в нижней части, должна быть щелочная структура. И для того, чтобы там появилась щелочь, ваша поджелудочная железа должна выработать и выделить пепсин, который будет работать как снижение кислотности желудка и уменьшение количества гастрина, соляной кислоты и трипсина, который, кстати, может еще и расщеплять желудок, приводя к появлению язв. И в тот момент, когда в нижнюю часть вашего желудка попадает пища, там должна быть щелочная реакция, а это возможно при или с помощью пепсина. Как появляется у человека эзофагиальный рефлюкс? Понижается кислотность верхнего отдела желудка. Если кислотность верхнего отдела желудка понижается, то отгибается клапан в пищевод, называется сфинктером. И пища начинает проникать или начинает при сжатии с желудка. Для чего сжимается желудок? Чтобы из одной части желудка продвигать пищу, это называется перистальтика. И довести до 12-перстной кишки, где происходят другие процессы. Так вот, в тот момент, когда ваша пища находится в желудке, то в верхнем отделе у вас должна быть повышенная кислотность. Когда она снижается, то эта кислотность открывает сфинктер, пища начинает попадать в пищевод. Из-за этого появляется галитоз, плохой запах, а также отрыжка. Что необходимо знать? В этом случае это нормализуется за счет нервного состояния и работы сфинктера Оди и выделения желчи. Как правило, у людей, у которых нет высокой кислотности или она неконтролируемая, не происходит выделение желчи из желчного пузыря. И есть такое сопутствующее заболевание — дискинезия желчных протоков. Но что необходимо делать? Вот до момента, пока вы не понизите кислотность в нижнем отделе вашего желудка, вы никогда в жизни не вылечите свой желудок. Никогда. И эзофагиальный рефлюкс тоже никогда не вылечите, чем бы вы ни снижали, кроме пепсина. Начните принимать пепсин. Это важное условие. Начните принимать пепсин, он снизит кислотность нижнего отдела. Когда в нижнем отделе кислотность низкая, в верхнем отделе кислотность высокая. Когда в верхнем отделе щелочь появляется или пониженная кислотность, сфинктер отделяется, появляется плохой запах, будьте на 100% уверены, что у вас в нижней части будет высокая кислотность. Попадая в 12-перстную кишку, такая высокая кислотность будет
затормаживать открытие сфинктероводья и выделение желчи. И это будет приводить к возникновению желчекаменного заболевания и в дальнейшем поражать вашу печень. Здесь, Андрей Андреевич, а с чем это связано? Я еще раз хочу вам сказать, только вы мне не верите. Люди еще не дошли до этого, ну вот такой Дуйко дошел, молодец какой. Ну, возможно, меня неправильно понимают, но если делать, как я говорю, это все очень эффективно. Помните, существует 3 принципа. Один из принципов говорит вот о чем. Если у вас есть заболевания какие-либо, вы должны знать, как запустить их при помощи еды. Вернее, не заболевания, а как запустить механизмы правильного функциональной деятельности вашего ЖКТ. Какие это принципы? Наш желудочно-кишечный тракт нуждается в определенных видах еды в определенное время. Вот это да. Оказывается, что когда вы утром просыпаетесь, вам необходимо выделение желчи, потому что в тот момент, когда человек просыпается утром, кислотность его желудка, она, как правило, должна понизиться, а она максимально высокая. Понизить может только желчь, которая выделится из желчных протоков, что простимулирует выделение или дефекацию и так далее. И это очень важный момент. Утром очень высока кислотность двенадцатиперстной кишки и очень высока кислотность нижнего отдела желудка. С чем это связано? С тем, что человек, когда спит, лежит. И для того, чтобы это не произошло, утро нужно начинать с кусочка любого жира. Сливочное масло рассосать. Даже в рот попадает масло какое-либо, и вы плюнете, желчь начинает подниматься. Или второй момент, не кушаете, допустим, жиров, не можете их кушать. Но вместо жира можно принимать, допустим, настойку шиповника. Заваривайте и начинайте утром с шиповника. Возьмите обычный шиповник, сделайте с вечера компотик из шиповника, сварите его, не надо с сахаром, пусть будет кислый. И утром начинайте с 1 стакана такого раствора или такого узвара. Не получается, не можете шиповник стимулировать выброс желчи, поможет, знаете что? Ксилит или сорбит с кофе. Можете выпить кофе, добавить ксилит или сорбит. Кстати, кофе снижает кислотность верхнего отдела желудка, что тоже нельзя делать утром. Кофе, кстати, для людей, у которых есть диарея, утром может стимулировать выделение желчи. Если запор, кофе может стимулировать выделение желчи. А для тех, у кого диарея, утро начинать... Для тех, у кого диарея, утро с жира начинать не нужно. А с чего нужно начинать? Можно с небольшого количества кашки, даже подслащенной, потому что такая кашка будет тормозить желчь. Почему диарея? Много желчи выделяется. Третье. Обед – время для небольшого количества формирования или стимуляции нижнего отдела нашего желудка. И в обеденное время нужно обязательно съедать что-нибудь кислое. Самое лучшее кислое, что придумали люди и что дает природа, это ревень. В древней книге Гиппократа овсом и ревенем лечили все заболевания. И ревень как раз вот сейчас его можно насобирать, сделать из него сок. В обед 1 чайная ложка ревеня. Или в обед там лимончик. В нем, кстати, самое маленькое количество фруктозы. Или утром можно грейпфрут. В обед можно лимон. И вечером, самое лучшее время вечера, это небольшой мандарин или апельсин. Утром грейпфрут, в обед лимон, вечером. Это в случае, если у вас диарея, утром грейпфрут не нужно. В случае, если у вас диареи нет, утром кусочек сливочного масла. В случае, если у вас диарея, то вечером чуть-чуть больше меда и чего-то сладкого перед сном. Почему? Стихийное, бесконечное выделение желчи в ночное время
может стимулировать у человека появление отравления желчью. Бесконечное выделение желчи может стимулировать. Что происходит в ночное время с людьми, у которых эзофагиальный рефлюкс? У них должен открываться желчные протоки, а они не открывают и не могут открыться. Поэтому таким людям на ночь можно сливочного масла съесть. Чуть-чуть больше. Вообще для людей, у которых запоры, в еде должно быть больше масла, больше жира. А у людей, у которых диарея, как ни странно, больше каши, больше сладкого. В случае, если нет метаболического синдрома и ожирения. А в случае, если есть, ну тогда диета 1 раз в неделю, ничего не кушать, пить больше воды и быть счастливыми. Подскажите, у мамы постоянное чувство голода. Очень падает глюкоза. Вздутие после еды через раз, дефекация. Да, так и есть. Это у нее синдром раздраженного кишечника. Пьем ТФ, здоровый желудок, метиофан. Так а бесполезно. Так а бесполезно принимать это все. Почему бесполезно? Нужно начинать с пепсина. Снимать синдром раздраженного кишечника только пепсином. Принимайте 2 или даже 3 или даже 4 таблетки. Это все безопасно. 2 раза или даже 3 раза в день. До момента, пока отмените препараты, начните принимать пепсин. До момента, пока не нормализуется стул. Это очень важно. Ваша мама, она фактически не получает сейчас данных препаратов. Причем она может голода, почему? Так ее организм, он не питается. Почему у нее голод? Не питается организм, потому что все вылетает. У нее на самом деле синдром обезвоживания. При синдроме обезвоживания хронического на фоне диспепсии очень часто появляется синдром голода. Организм, он говорит, надо кушать. А вам на самом деле он хочет передать, что организм нуждается в жидкости. Не хватает воды ему, он нуждается в ней. А он ее все равно, и ей вода нужна, но она все равно ее не получит, потому что у нее диспепсия. Тогда что? Только начать 1 раз в неделю голодать. Как не смешно для вашей мамы. И обязательное условие принимать пепсин. Прям обязательно, обязательно. Я могу даже больше сказать. Она наверняка сейчас имеет периодический гипертонический криз. Я уверен, что она наверняка гипертоник. Наверняка имеет камни в почках. Наверняка такой психоэмоционально нестабильный человек и такой нервная чуть-чуть, взрывная. Это беспокойство, бессонница. Это все и приводит ее к тому, что у нее сформировался этот синдром. Он цикличный, он больше похож на такие домики, знаете, пятиконечные. Нервы создают процессы повышения гастрина. Гастрин повышает кислотность, которая падает в нижний отдел, где должна быть. Это все, где должна быть пониженная кислотность. Там начинает формироваться диспепсия. Диспепсия приводит к обезвоживанию. Обезвоживание к появлению, увеличению пуринов, пурины к появлению оксалатов, оксалаты начинают накапливаться в почках появляется, при этом еще и воздействует на холестерин, количество жировой ткани на печени растет, превращается, количество инсулина растет, появляется ожирение. И это все нервы. А если убрать, а вы знаете, не всегда, потому что это такой цикл. Он как кубика Рубик. Получается, когда цикл уже, это как цирроз печени. Допустим, цирроз печени был стимулирован заболеванием Лайма. Заболевание Лайма удалось полностью устранить, его нет. А цирроз, там, билиарный, который развился на этом фоне, устранить невозможно. И тут такой вопрос, ну мы же убрали синдром Лайма, а цирроз не можем устранить. А вот так. Кстати, можно ли устранить цирроз? У нас есть, наверное, сотни человек, которые полностью излечили цирроз на фоне приема препарата Гепофит и Гепакс. Вот так, уважаемые товарищи. Как лечить энурез у взрослого мужчины, какие могут быть причины? Вот сегодня я как раз говорил о том, что оксалаты и повышенные оксалаты могут приводить к энурезу у взрослого мужчины. Пусть попьет колхицин, попринимает препарат аллопуринол. Колхицин 1 таблетка 2 раза в день 10 дней. После этого перейти к аллопуринолу по 1 таблетке 3 раза в день на протяжении еще 10-15 дней.
Все это время принимайте мой препарат Манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Также еще можно Метикс по 1 чайной ложке на 1 стакан воды тоже 1 раз в день. Из народных средств берется зверобой и берется напополам с тысячелистником. Смешивается 1 столовая ложка на стакан воды, пить 1 стакан 1 раз в день, лечит НРС. Ник 2. Здравствуйте, Дуйко. Здравствуйте, Ник 2. Вы когда-нибудь знакомы были с книгами Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л.? В них говорится, что второе пришествие уже случилось. Ну, я рад. Ну, супер, отлично. А что я должен сделать? Ну-ка, напомните мне. Случилось? Ну и что? Я маленький человек, слушайте. Я единственный, я разбираюсь, какими болезнями может болеть человек, из-за чего эти причины заболеваний. У меня академическое медицинское образование. Я работаю, там, у меня есть свое предприятие, есть ряд своих каких-то дополнительных бизнесов. Я живу обычно. Я обожаю свою жену, не изменяю ей. Обожаю своих детей. Не живу на широкую ногу, наверное, знаете. Нет у меня яхт. Ну так, для детей ради этого живу. Для меня второе пришествие. Ну супер, я никого в жизни не убил, никого никогда в жизни не обманул, никого на деньги не киданул. По жизни своей, мне мама как-то сказала, не ври, в детстве еще там 5-6 лет было. Я с тех времен и не вру. Почему? Не помню, что вру, поэтому забываю, потом появляется неудобство. Поэтому, если не помню, что ты врешь, лучше не врать. Я для себя эту картину нарисовал еще в раннем детстве, никогда об этом не пожалел. А будет пришествие или нет, ну а я-то что? Будет — придем, не будет — не придем. Что мне-то от этого? Я за семью, я за то, чтобы все были здоровенькими. Я как родитель слежу, вот в школу отвезу или там. Вот сейчас пианино не могут настроить, вот у меня мысли такие, что делать. Вот я сижу, вам читаю и думаю, у меня пианино есть, оно старинное, 1700, по-моему, 80-го года. Старина красивая такое, какой звук. А из-за того, что сейчас война, все, кто умел такое пианино настроить, выехали. Их нет в Украине. И настроить можно только в Одессе, а я из Киева в Одессу не повезу. И некому настроить мое пианино. А дочь очень хочет играть. Но на расстроенном пианино играть невозможно. Вот я сейчас сижу и точно не о втором пришествии думаю, а думаю о том, где я куплю пианино, и нужно ли ей покупать пианино, и какое оно должно быть. Ну и вот, скорее всего, завтра поеду, да куплю. Все такие пианино, пусть дети играют. А второе пришествие меня как раз не беспокоит. Возможно, это без... Ну, знаете, я же врач. Знаете, мне все равно, знаете, за что был поранен человек или от чего у человека рана. Мне же все равно, как врачу принесут больное тело, и я буду лечить больное тело, знаете, не спрашивая, наверное, ничего, ни национальности, ни пола, ни гендерной принадлежности. Это люди придумали, а моя задача другая, у меня другое было, у меня клятва была, знаете, называется клятва Гиппократа, прежде всего человечность. Люди думают, что врачи лечат. Нет, люди ошибаются. Врачи проявляют максимальное желание своей человечности по отношению к этим людям. И это сформировано теми удивительными, великими умами, учеными и просто совершенными людьми, которые длительное время посвящали всю свою жизнь для того, чтобы создать эту науку. Я знаю, как сделать так, чтобы в мире было счастье. Поставьте людей, у которых есть высшее медицинское образование, во власть. И пусть они будут везде во власти. Почему? Человеколюбие на первом месте у этих людей. Да, в семье не без уродов, но в большинстве своем все равно это есть. Все равно. Когда ты сталкиваешься с болью, со страданием, когда ты сталкиваешься с болезнями, когда ты в этом живешь и этим работаешь, понимаешь, что и хочется помочь, что сознание меняется совершенно. Вообще, знаете, человек так устроен, его может беспокоить все, что угодно. В юности интим, во взрослом состоянии деньги, но рано или поздно человек столкнется с болезнями.
Это рано или поздно произойдет. И еще много людей пишут: Дуйко, какашка, там он там всякие гадости, и неправильно, и правильно, и так далее. Но я хочу сказать вам, что не дай Бог какому-либо человеку когда-либо столкнуться с болезнью. Потому что когда вы столкнетесь с настоящей болезнью, не дай Бог, и начнете лечиться по тем лечебным протоколам, которые есть у нас в традиционной медицине, и вам начнут давать от артериального давления 1000 таблеток, которые вы должны будете пить всю свою жизнь, а потом у вас случится обострение, начнет болеть поджелудочная железа, потом вам поставят панкреатит, появится опухоль в груди по непонятным причинам или в матке, появится кровотечение или геморроидальные узлы, потом начнете еще что-либо, это на фоне, ну и куча всего, то жизнь уже превратится в другую жизнь. Вы знаете, что жизнь человека обычно она до болезни и с болезнью? Не знаете? Дай Бог, чтобы вы никогда этого не узнали. А у многих именно так. Люди живут в мире и потом живут, леча болезнь или леча заболевание. И так происходит по веки веков. Поэтому такие люди, как я, которые могут хотя бы объяснить кому-то что-то, они нужны. Пусть такие будут. Здрасте. Сдала анализ крови на сою. Результат 34. Плохо. Мне можно яблочный уксус? Нет, нет. Что вы мне можете посоветовать при таком результате анализа? Вот я сегодня как раз об этом говорил. Большое соя — это как раз следствие вирусного такого заболевания, которое вы перенесли, которое сейчас находится в организме. Что нужно делать? Необходимо повышать калий в организме и принимать препараты, стимулирующие иммунитет. На первое место поставьте 2 моих препарата. Они фантастические, я вам серьезно говорю. Я сегодня расскажу о 3. Смотрите, первый — это Джалкар. Это мега-мега обалденный препарат. Грипп, вирус за 1 день. Никаких тяжелых форм, никаких обострений. Соя принимайте на протяжении 1-2 недель по 2 таблетки 2 раза в день, придет в норму. Второй — бетулиновая кислота. И третий препарат — это препарат-спаситель желудка и спаситель слизистой оболочки всего нашего тела. Этот препарат называется экстракт железняка, железняк. Но только экстракт. Экстракт — это мегапрепарат. Желудок в норму, диспепсия исчезает, запоры исчезают, желчный пузырь работает, запах изо рта исчезает, папилломы отпадают и так далее. А еще эффект омоложения. Не напрасно Гроссинагропродукт сейчас патентирует этот экстракт железняка в Германии, по-моему. И сейчас проходят клинические испытания и исследования, и вы знаете, он показывает какие-то просто феноменальные результаты. Вы знаете, что у нас есть заболевание, допустим, Эпштейна-Барра, это один из вирусных заболеваний герпеса. И при Эпштейн-Барра нет лечения. То есть противовирусные препараты, как правило, не помогают. И оно переходит в такую хроническую форму, и человек очень долго этим болеет. И как раз экстрактом железняка вылечивает на 100%. А вы знаете, что многие люди, ну не многие, процентов, наверное, 1,5-2% всего населения Земли болеют половым герпесом. Половой герпес, он исчезает, но как только иммунитет снижается, проявляется. И человек латентно может болеть всю свою сознательную жизнь таким вирусом половым. И он не лечится, а лечится, ты смотри, оказывается, препаратом, который называется железняк. Причем излечение на 100%. А вот у меня есть люди, которые имели серьезное прямо такое заболевание, это рожистое заболевание, причем месяцами лечат, оно не проходит. Начали принимать Джалкар совместно с препаратом железняк, 2-3-4 дня, и без антибиотиков все поисчезало. И врачи говорят, да как такое может быть? Обращайте на это внимание. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадокса друг. Как можно вылечить многолетний и хронический гайморит вашими методами? Первое, что необходимо знать. Необходимо в вашем случае обязательно обратиться к эндокринологу. Почему?
Дело в том, что у меня есть подозрение. Скорее всего, есть какое-то заболевание гипофизарное у вас. Скорее всего. Что необходимо сделать? Необходимо проверять уровень гормона. Соматотропин, ЛГ. Необходимо проверять, необходимо эндокринолога, потому что я думаю, что это сужение полей зрения, потеря глаза, это исключительно может быть эндокринологическое заболевание, связанное с гипофизом. И в этом случае можно назначить терапию, в вашем случае терапию кортикостероидами, которая, ну вот наверняка уверен, улучшит состояние, не придется там удалять катаракту и не придет, и в общем состояние там у вас улучшится. Вам не хватает просто приема глюкокортикостероидов, вот прямо на 100% уверен. Вам нужен эндокринолог, вот прямо вот серьезно. Здравствуйте, скажите, от папиллом что нужно делать? От папиллом помогает железняк препарат, а также ГЛ-норм или глюконорм. Принимайте и лопчатка. Принимайте препарат лопчатка, глюконорм и железняк по одной таблетке до начала приема пищи и одной перед самым сном. Принимайте на протяжении 1-2 месяцев, и папиллом не будет. Также уберите на время обязательно сладкую пищу. Ни в коем случае сладкое на ночь не ешьте, даже под знаком, даже в случае, если это очень опасно. Здравствуйте, у меня ВПЧ тип дисплазия шейки матки, 2-я степень, как можно лечить? Есть у меня препарат, называется мазь Эндометрикс. Вот ее необходимо ставить. А еще, то, что я скажу, чуть-чуть шокирует. Но начнете делать, и все врачи будут в шоке. Смотрите. Я, конечно, это скажу, но в дальнейшем никому не скажу. Необходимо взять кусочек свиного сала. Это свиное сало необходимо сделать в виде небольшой свечи такой вагинальной. Ее необходимо соль счистить с него. Как приготовить? Возьмите сало, обмакните в соль, пусть оно присохнет. Потом вот эту соль в руках очистите. Оно должно быть теплым. Можно взять в бинтик или в марлю небольшую и сделать из этого такую свечу небольшую. И на ночь перед самым сном вагинально вводить. И утром это все извлекать. Если это делать на протяжении 30 дней, каждый день, безопасно, это совершенно безопасно, то сможете вот эту проблему устранить. Как это работает, известно, я бы мог объяснить, но наша традиционная медицина, она категорически и всеми путями отрицает использование механизма гомеопатии, которая производится при помощи живых сред, живых биологических структур. То есть у нас можно делать инсулин из, сейчас у нас весь химический инсулин, но можно делать все равно инсулин или там соматотропный гормон или какие-либо гормоны можно извлекать из животных. Допустим, там гиалуроновая кислота из половых органов крупного рогатого скота, ну и так далее, в общем. А вот использовать так, допустим, использовать такие методы нельзя. У меня была женщина, у которой была достаточно большая рана такая, у нее онкология 3-й степени и была рана на груди. Рана на груди, ей уже ставили смертный приговор. То есть сказали, там, она уже прошла химиотерапию, радио, рана открылась, уже начал гной выходить и так далее. И я ей тогда говорю, возьмите сало, его в спирте обработайте тонкий кусочек соленого. Так, чтобы там не было даже прослойки мяса, толстое купите. Приложите к этому пинцетом, прямо возьмите, обработайте рану и сверху приложите. И накройте сверху повязкой. Так вот, у нее образовалась геморрагия, и ранка затянулась, вы представляете? И в дальнейшем не пришлось, ей, конечно, грудь удалили, но при такой ране грудь никто не мог удалить, потому что запрещено.
И начался апоптоз вокруг тканей, и в дальнейшем просто удалили грудь, она до сих пор живет. Это моя подруга сейчас в Болгарию уехала жить, знаменитый человек. А так все сказали, иди, все, на тебя не действует, гормональная терапия не действует, таргетированная не действует, доксирубицин не действует, и это давали не действует, и в климаксу привели не действует, радиацию сделали не действует, и все не действует, и все, и у тебя уже третья, а через месяц будет четвертая, а потом будет гнить, живи, пока оно там не сгниет, и конец тебе. И дальше метастазы и так далее. Ну вот, живет до сих пор. Грудь затянулась из третьей, перешла во вторую, потом грудь отрезали, и все, и вот до сих пор живет. Виктория Владимировна. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как избавиться от аллергии от солнца? Зачем? Зачем? Если у вас аллергия на солнце, то вам не нужно солнце. На сегодняшний день с такой солнечной активностью, которая сейчас есть, солнце нужно бояться. Не вздумайте в этом году выезжать и загорать. Потому что такая солнечная активность, хорошо, что вы не знаете какая и не измеряете ее. Потому что если бы вы знали, вы бы на улицу не выходили. На сегодняшний день уровень солнечной радиации повысился по сравнению с предыдущими годами на 2500%. То есть это сумасшедшая радиация, просто глобальная, огромная и опасная. Аккуратно очень и загорайте, и аккуратно очень выходите. А если аллергия на солнце, антигистаминные препараты, а также СПФ, то есть средства, которые блокируют влияние солнечных лучей на ваше тело. Какие есть методы? Ну никаких нет методов. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у меня головокружение, не могу понять причину, невропатолог, прописал капитан, опипрам и кванит, но мне по утрам слабость, что это может быть? Спасибо. Конечно, он вам назначил нейролептик, и он вам назначил, что там еще? Он вам назначил, препарат, который по идее устраняет судорожную активность, а еще увеличивающий циркуляцию. Препарат, увеличивающий циркуляцию. Ни первый, ни второй, ни третий вам не поможет. А у вас еще и низкое давление, там расширяются сосуды, и при этом у вас еще и головокружение, связанное с таким пониженным. Можно ли чем-то вылечить? В вашем случае поможет самое обычное камфорное масло. Купите в аптеке, только не спирт. Купите в аптеке камфорное масло. Берите камфорным маслом, ватным тампончиком и смазывайте на протяжении дня 3-4 раза. Вот такое камфорное масло, которым вы будете связывать и левое, смазывать, и левое и правое ухо, уберет у вас головокружение на протяжении 15 дней. Пользуйтесь, пожалуйста. Я желаю вам успехов. Я желаю вам здоровья, будьте все здоровы, спасибо большое и до свидания. Но вы можете мне помочь. Скорее всего, вам нравится, как я провожу эти вебинары, иначе бы вы не были здесь до самого конца. Обязательно напишите свой комментарий по своему удивительному или чудесному излечению с использованием препаратов компании «Тибетская формула». Для всех людей, которые будут участвовать в написании таких комментариев, во время следующего вебинара я подарю препарат. О каких я препаратах сегодня говорю? Я подарю препарат Подагрин, который снижает уровень мочевой кислоты, и препарат Манкулит. То есть каждому, кто будет победителем, я выберу 3 победителей, которые напишут красивые комментарии или больше комментариев, или интересные комментарии. Я подарю препарат Манкулит и препарат Подагрин, и еще Депосал, 3 препарата 3 победителям. Поэтому начинайте свой комментарий или заканчивайте свой комментарий «Здоровым быть легко». Здоровым быть легко, и дальше препарат Подагрин или препарат такой-то, такой-то помог мне избавиться, или помог мне, или рекомендация Андрея Андреевича такая-то помогла мне. Не просто спасибо, а напишите, что вам помогло. Возможно, ваша информация будет полезна кому-то еще.